Скважина, завод или что это такое? Рутюб, русская труба, что это? Как появилась идея продать этот проект? Давай что-нибудь придумаем. Я говорю, ну как тебе? «Газпром» покупает Рутюб. Ольгу Бузову, не хочу ее бить. Ну, то есть ее что, нужно наказать за то, что она там? В принципе, закрыть все протоколы можно. Просто в этот момент отвалится там внутрикорпоративные сети у «Газпрома» там, и у крупных компаний. Вы же выступали за свободный интернет. Это, конечно, бесило людей адски. И они говорили, вы что, сволочи, там делаете? YouTube, мне кажется, рано или поздно заблокируют, вы как считаете? Сегодня мы по существу поговорим с человеком, который фактически, это правда, создал Рутуб. В России становятся популярны сайты видеообмена. У многих, особенно в мегаполисах, появился скоростной интернет. И прорывом года стал Рутюб, отечественный аналог мирового видеосервиса YouTube. Очень легко. Снял камерой мобильного телефона, выложил сюда, и все увидели, как, например, твою знакомую напугала крыса. И тут нужно вернуться явно в 2006 год. Вы в команде с Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. Это, по-моему, ребята вообще из «Орла», Да. то есть такие вот, как сказать, новаторы даже в чем-то. Да, абсолютно. Вы собрались и сумели организовать такой проект, который называется «Рутуб». Надо сказать, что когда мы запускали Рутюб, то мы, конечно, и не Он могли... был никому не нужен. Да, мы мечтать не могли о себе, мы мечтать тогда не могли. Какой-то там стартапчик. О том, чтобы, как сейчас, на всех телеканалах, смотрите нас на Рутюбе, что туда выкладываются там программы сразу после эфира. А как вообще выглядело закулисье вот этого Рутуба образца 2006 года? Сколько у вас человек было в команде? То есть, я так понимаю, эти ролики в ручном режиме, наверное, тот период нужно было загонять. Ну да, первоначально я сам закачивал ролики, я их скачивал пиратским образом с Ютуба, всякие популярные какие-то обломы на съемках, какие-то казусы. То есть, в основном приколы, шутки. Приколы, шутки, рекламные ролики, трейлеры к фильмам там. Вот. И там важно было, что нужен был короткий контент. Тогда не было вообще такого понимания, что в интернете должен быть короткий контент. Вот. И при этом, а у нас же не было никакой документальной съемки, то есть никто, сам вот смартфонов не было, никто не снимал. И опять же, у тех же американцев есть популярная поговорка, что YouTube обрел второе дыхание, когда русские со своими авторегистраторами нашли доступ к YouTube, потому что американцы как завороженные стали смотреть наши авторазборки, у них такого нет ничего, да? Почему тот же StopHam стал таким популярным? Потому что они не могут себе представить, что на улице вот так вот люди начинают разборки устраивать. И это стало очень популярным. И да, находили различные видеоролики, доступ к каким-то архивам, там, если у кого-то где-то что-то лежит, много, например, было тоже востребован некоторый политический контент, а было много политического контента, который не пошел на телевидение, его просто он там где-то валялся, вот, и его можно было килотоннами получать бесплатно. Эксклюзивное получается, Да. вошедшее. Да, не вошедшие, да. А сколько человек, какая команда обеспечивала работу этого проекта? Ну, компания-разработчик, она была большая, она занималась не только Рутюбом, она делала и другие проекты. Конкретно на Рутюбе, вот в период моей работы, было порядка там 70 человек, вот команда, которая делала Рутюб, я сейчас точно не скажу. Вот, но там были интересные казусы, например, была одна девушка прекрасная, которая отсматривала порнографию. У нее рабочий день, она с утра до вечера отсматривала порнографию. Вот, ну там с наушником все тихо. Вот, и я помню, что был такой случай, она смотрит уже там опять там несколько часов эту порнографию, и потом говорит: ух ты! И все кинулись смотреть, что у него на экране. Она же уже все видела, да? Да, что у него там на экране, она все стерла. И поэтому мы Не призналась. до сих пор в загадках, что же это был за ролик такой. На старте как вообще появилась такая идея? Откровенно говоря, первый Рутуб, я, может быть, его интерфейс до конца не помню, но у меня такое ощущение, что там не было ничего нового. Это была калька с Ютуба, которая просто технически была недоработана. Вы знаете, не совсем так, но из смешного я помню, что когда первый раз ко мне приехали в гости Олег и Миша в 2005 году еще, значит, они мне привезли концепт этот онлайн-видеохостинга, я работал на телевидении, занимался всякими медиа, тоже выкладывали какое-то видео в онлайн, но оно просто файлами выкладывалось, без плееров, без ничего. Это было... Это время форумов. Да, душераздирающе это все выглядело. И они приехали и сказали: вот, будет такое место, куда можно выкладывать свои видеоролики, ими обмениваться. И тогда еще не было Ютуба.
YouTube запустился в 2005 году, массово он пошел с осени Ну, 2005. получается, параллельно это было. Они же где-то подсмотрели идею. Нет, они сами ее, не знаю, тогда это было совершенно не очевидно. И на старте, кстати, Рутюб был более популярен, чем YouTube, потому что там, скажем, у YouTube еще не было кэширующих серверов, еще не очень быстро он показывался. Ну и, в общем, Рутюб был более популярен. Потом уже там YouTube там влил рекламу, и они развились как следует. Но я тогда не поверил первый раз, когда они приехали. И они через год еще раз приехали на выставку ЦСТБ, уже назвали проект Рутюбом, тогда он до этого назывался не Рутюб. А как он назывался? Elvision, по-моему, назывался. Так, ну просто. И причем он был не на флеше, поэтому нужно было сначала в браузере скачать плагин к этому браузеру, то есть надо сначала... Флэш — это способ, грубо говоря, воспроизводства видео. Да. Ну, флеш вообще технология по доставке контента. Правда, сейчас от него отказались, уже флеша больше нет, потому что он небезопасным оказался. Но тогда они, переведя Рутюб на флеш и назвав его Рутюбом, сказали, вот такая понятная история. А насчет того, чем он отличался тогда, очень многие вещи технологические на Рутюбе появились раньше, чем YouTube. Появились трансляции, чаты появились раньше. Появились метки начала контента. То есть просмотр с определенной секунды появился раньше, чем на YouTube. Может быть, это там как-то ура патриотично звучит, но мне это кажется именно частью российской культуры. Дело в том, что рейтинги на Рутюбе тогда, сейчас не знаю, а тогда, при старте, они вычислялись по-другому, чем рейтинги на YouTube. На YouTube рейтинг зависел от количества просмотров. Чем больше людей посмотрело ролик, тем, значит, он более популярный, его ставят в рекоменды там, на стартовую страницу и так далее. То есть, если там человеку трамваем голову отрезал, и все на это смотрят, то ролик попадает в И популярность. тогда, откровенно говоря, не было этих ограничений. Да. А на Рутюбе рейтинги исходно строились по пропорции отношения количества просмотров к количеству залайкавших. То есть, если даже ролик посмотрело 10 человек, но все 10 поставили лайк, то он все равно попадал в рекоменды, пусть он не супер популярный пока, но он качественный. Вот. И вот это как раз русская некоторая общинность, которая... Мнение большинства учитывается. Да, в противоположность индивидуализму американского, может быть, не все со мной согласятся, но это особенная такая фишка была. Сейчас, конечно, рейтинг гораздо более сложно устроенный, поэтому там так просто уже не раскрутишь. И как, собственно, происходила эта работа? Что вы лично привнесли в этот проект? Какие-то, может быть, идеи реализовались на том этапе? Разработка, она вся находилась в Орле, там была очень мощная, хорошая команда. Я туда ездил, высказывал какие-то свои пожелания, что мне казалось нужно добавить, чего-то по функционалу не хватает. Ну, например, счетчики. Дело в том, что исходно в YouTube не было счетчиков внешней аудитории. То есть, снаружи никто не мерил. У нас внутренние счетчики стояли, а наружу мы не считали. А тогда со счетчиками вообще было довольно сложно, потому что было очень много разных счетчиков. Каждый портал делал свой счетчик, там типа Рамблера или интернета там, и так далее. Но они были не аудируемые никак, то есть никто их не мог проверить. И первым делом, когда мы захотели это монетизировать все, я пришел в рекламное агентство, в Video International, в другие рекламные агентства, и сказал, как нам сделать так, чтобы на Рутюбе появилась видеореклама. Тогда еще никто даже не знал, что такое видеореклама. То есть надо сказать, что когда появились прероллы, то есть рекламные ролики перед контентом. То есть, я правильно понимаю бизнес-модель, что ее не было? Было желание сделать какой-то Да. проект и выгодно его продать. Но он не продавался, как я понимаю, ну или вроде как до этого было еще рано, и вы решили находить инвестиции, была задумка через рекламу. Ну, нужно было показать, что это бизнес-инструмент. Не просто какой-то форум для фанатиков каких-то роликов развлекательных, а что это бизнес-инструмент, и можно зарабатывать деньги. И я пришел в эти рекламные агентства, они сказали, нужен счетчик аудируемый. Вот в телеке у нас есть там People-метр. Мы знаем, что здесь такой рейтинг, здесь такой. Нам для крупных рекламодателей нужен счетчик. Вот. И тогда пошел, тогда еще не Медиаскоп, а предыдущая его реинкарнация была, значит, ТНС-веб она называлась. Да. ТНС. Да, но вебовская часть ТНС-веб, а так ТНС-гэллоп, потом гэллоп отвалился. Вот, значит, и я пришел в ТНС и говорю, давайте поставьте нам счетчик. Они говорят, а сколько у вас посещаемость? Я говорю, честно говоря, небольшой. А сколько было? Тогда было 100 тысяч в день. Ну, слушайте, для ноунейм проекта. Но Из Орла. не очень ноунейм. И вообще я бы не так пренебрежительно не относился к Это не пренебрежение. Я просто говорю с той позиции, что я сама из маленького города, и я знаю, как трудно продвинуть эту инициативу, достучаться до Москвы, ладно, там до Петербурга, и сказать, эй, мы тут, обратите на нас внимание. Конечно, мне приходилось во многом заниматься пиаром. И, скажем, я приходил на телеканалы и говорил, что давайте положите нам хоть какой-нибудь ваш контент, там, про старый, про тупший, может быть, какие-то анонсы, трейлеры, чтобы у нас было что показывать. Вот. А тогда я и в ТНТ был, и в СТС был,
какие-то крохи мне старые, какие-то архивы мне передали. Ну, то есть с авторскими правами была такая же проблема. То А есть, их не регулировались. Вот авторские права в интернете начали регулировать с 1 января 2008 года. А до этого... то есть на том этапе вы могли взять откуда угодно со Ну, ссылкой на источник. Ну, можно и без ссылки, потому что ответственности никакой не было. Ох, Ну, просто... 2006 верните. Не, ну ссориться не хотелось ни с кем. Конечно, если ты сейчас у них украдешь, то потом они с Ну тобой да, работать тогда не вы будут. рисковали вашим имиджем, именем. И мы все-таки хотели работать в легальном рынке, мы хотели вырастить большой проект, вот, и получили и счетчики, и рекламу. А вот для того, чтобы показать трансляции, значит, я ходил по разным мероприятиям и сам с камерой снимал. Там открытие клуба «Артефакт» в Москве. Я ставил камеру, транслировал это в интернет, никакого мобильного интернета не было. Значит, И не было 4G. телефонов с камерой, по-моему. Не было. Ну, они такие примитивные были. Ну, транслировать нечем было. Я там как-то там из пластилинной проволочки слепил какие-то трансляционные собственные комплексы. Это в духе прям настоящего блогерства. Да. Ну, мы, собственно, вот знакомый мой журналист Саша Плющев, я приехал к нему на работу, значит, на радиостанцию, поставил ему камеру, сказал, вот теперь ты будешь не только по радио выступать, а еще и в интернет вещать. Он говорит, зачем? Надо. Все. И, значит, и он начал вещать, и, значит, и многие потом журналисты тоже это подхватили, началось вещание. Мы транслировали всякие парады, шествия, там, какие-то спортивные соревнования. Открытие аквапарков в Подмосковье, я помню, тоже приехали. Вы приезжали, они не понимали, что вы тут, зачем. Да, мы говорим, вам будет пиар, вас увидят все в интернете. Ну, круто. Слушайте, здорово, да. И потом развилось вот в такую хорошую историю. Вы образца 2006 года, и сейчас, мне кажется, совершенно разные люди, потому что вы уже имеете какой-то опыт, вы уже думаете о детях как отец. Вот была тогда идея, что контент должен быть там образовательный, какой-то особенный для детей. Да, это очень хороший вопрос, потому что тут опять отличие Рутюба от Ютуба. Мы всегда рассматривали Рутюб не как сайт или единственный видеохостинг, а как платформу для распространения контента. У нас была партнерская программа рутюбовская, при котором любая компания, ну, по договору с нами, могла получить себе Рутюб внутрь как видеоплатформу в свой сайт. И тогда этот сайт... То есть для них был способ проще загрузить видео. Да, там были пакетные загрузчики, регуляторы, а главное, у них было свое поддоменное имя, то есть они там Спорт.Рутюб.ру, предположим, да, или что-то еще, и оформление свое. Ну, то есть Рутюб, он больше не для индивидуальных блогеров, он для бизнеса. Тогда. Оно потом очень сильно все менялось, там у него несколько итераций развития было от разных владельцев. Почему появилось желание продать проект? Ну, смотрите, я не был собственником проекта, это решение Олега и Михаила. Значит, Как пришло это решение? Вы наверняка с ними обсуждали перспективы, что они перестали верить в эту историю? Нет, просто проект вырос до такого масштаба, что он не мог уже... Они же его не сразу целиком продали, они продали часть, и они исходно рассматривали продажу части проекта. Просто на самом деле к тому моменту уже желающих возникло много, были венчурные инвесторы, были крупные системы типа того же «Газпрома». Вот. И там так совпало, что и «Газпром Медиа» в тот момент начал покупать онлайн-ресурсы, им там сказали, он же как авианосец, да, ему дают направление, он там долго-долго поворачивается, но если повернется, так он уже там лупит вовсю. Ему сказали, значит, мы должны, значит, что-то в интернете, сейчас модно, надо что-то делать. Ну вот, когда проект подрос, то тогда потребовались, чтобы перейти на следующий этап, потребовались внешние инвестиции. И тогда, значит, провелись переговоры со всеми, кто мог в тот момент вложить денег. Там, по-моему, даже с Ладжерном тоже ездили. Значит, ну, там многим предлагалось, вот смотрите, работающая хорошая машина. Мы уже понимали, что сейчас придет YouTube, который там, они провели большое массовое мероприятие, YouTube Welcome Party в Москве. Они сняли огромный там дворец, на него пригласили кого-то, кого можно было назвать блогерами тогда. Ну, хоть кто-то какой-то контент свой делал, это такой блогерской революции еще не было. И там были музыканты, все там кормили, поили, и они с помпой запустили YouTube в России. Но не было желания продать Рутуб полностью. Тем не менее, «Газпром Медиа» холдинг его приобрел. Как? Но они не целиком приобрели. Они приобрели сначала некоторый пакет акций, вот, это все коммерческие тайны Михаила и Олега, поэтому я туда лезть не буду. А часть акций осталась первым владельцем. Но это, в принципе, разумно, чтобы оставить предыдущих создателей, чтобы они это все развивали. А они сильно продолжали это все развивать? Они продолжили все развивать, но там начались уже такие вот, чтобы максимально аккуратно про это рассказать, там у них начались такие разногласия, потому что Рутюб вначале у «Газпром Медиа» был убыточным проектом, и «Газпром Медиа» в него деньги вливал, а с каждым годом получался минус. И в некоторый момент
вот эти акционеры миноритарные, Олег и Миша, они в некотором момент поняли, что они не зарабатывают на этом проекте, а в конце года должны вложить свои деньги, потому что им говорят, хорошо, вот у нас убыток такой-то, мы его делим в этих пропорциях. И поэтому вот оставшуюся часть им было трудно продать, потому что тот, кто оставшуюся часть выкупал бы, то он попадал бы тоже в минусовые отношения. Насколько я помню, «Газпром Медиа» тоже, можно сказать, случайно приобрел этот проект, то есть Случайно, вы на него да. немножко повлияли. Можете об этом рассказать? Я приехал в офис к моему знакомому в «Газпром Медиа», а ему как раз уже сказали, что нужно вкладываться в интернет. Вот тогда еще было непонятно, что больших проектов не было, либо они были там сильно частными, либо венчурными, которые выращивались. В основном это были клоны каких-то западных историй. Вот. А вот тут такой вот прям знаменательный проект, еще опять же YouTube не развит, есть уже свой хороший YouTube, уже там с ненулевой посещаемостью. На YouTube, кстати, в тот момент делали ставку, понимали, что он зажжет? Ютубовцы понимали. А мы здесь... А у нас пока еще было не очевидно, что это будет прям вау, и это будет такая прям целая жизнь новая. Вот. Но при этом потребность выкладывать контент, видеоконтент в интернете была. И те же ребята в «Газпроме», они понимали, что играть на чужих площадках – это не очень камильфо. И с финансовой, и с контентной точки зрения. Потому что вот на самом деле почему очень многие телеканалы, они очень до последнего упирались, чтобы не выкладывать контент на видеохостинги различные. Потому что там получается такой, как я говорю, контентный колхоз, когда вам нужно своим контентом обогревать целый завод, целое общее большое помещение, и вы выкладываете свой сериал, который очень топовый вышел, а у другого телеканала меньшего размера и не такой успешный сериал встает в рекоменды к вашему, и вы своим контентом раскручиваете чужой контент. Но по пониманию, что за этим какая-то будущая движуха будет. Опять же, деньги были не очень большие на тот момент, особенно для «Газпром Медиа». Это же вы придумали прям целую информационную волну. Да, значит... «Газпром» и не знал, что он покупает. Так и было. Мы встретились в мае с ребятами из «Газпром Медиа». Они сказали, в принципе, нам выделили там $100 миллионов на покупку проектов в Рунете. Что можно купить? Я первым делом предложил там один свой проект игровой. Значит, он для них оказался слишком мелким. Они сказали, нет, это нам надо что-то большое. Я говорю, смотрите, какое большое растет. Рутюб, значит, его можно рассматривать для покупки. Они говорят, мы подумаем, посмотрим. А в августе я шел по Гоголевскому бульвару, мне позвонил корреспондент «Коммерсанта». У них было тишь, гладь, ничего не происходит, спокойный период такой. Говорит, Оскар, слушай, мне нужна какая-нибудь, у меня полоса, мне нужно что-нибудь там ее заполнить. Давай что-нибудь придумаем. Я говорю, как тебе? «Газпром» покупает Рутюб. Давай я тебе расскажу. И рассказал ему, что дескать, все смотрят, все соревнуются, но лучше всех, значит, «Газпром». Значит, они это опубликовали. Тут же там их перепечатки. «Газпром» заглянул в Рунет, я помню, статья была. Ко мне обратились за комментариями разные телеканалы. «Газпром» ни сном, ни духом, там они стали звонить вниз ребятам, говорят, что мы там покупаем, это вообще что хотя бы. Вы там виделись 2 раза. Да. Он говорит, мы поняли, что труба. Трубу мы понимаем, это скважина, завод или что это такое, Рутюб, русская труба, что это? Боялись. Да. А потом я дал еще интервью разным журналам тоже и объяснил. Я сам себе фактически вопросы задавал, потому что никто не понимал, что происходит. И я помню, в декабре еще сделка как-то затормозилась, она не двигалась, и ко мне все стали приставать, что что-то вы там объявили, что покупают, а ничего не происходит. Я «Ведомостям» дал интервью, в котором сказал, что все, уже договорились, значит, там, за столько-то денег, я назвал какую-то конкретную сумму из потолка. Это получается фейк. Да. Оправдания этому нет. Это фейк. Но в результате все произошло. Вы не считаете, что продешевели? Какая стоимость сделки? Стоимость сделки я назвать не могу. Мои все условия исполнены были. Я с этого все получил, что хотел. После этого, что самое забавное, в Рутуб не прекращали вливать денежные средства, но есть такое ощущение, что он площадкой номер 1 не стал, хотя все для этого было. Знаете как? Значит, из русских видеохостингов, он был всегда, там нет, были всякие, даже если сравнивать с онлайн-кинотеатрами. А можно ли сравнивать с онлайн-кинотеатрами? Но с бизнес-точки зрения можно, потому что они зарабатывают на видеорекламе. То есть, если смотреть сайты, которые зарабатывают на видеорекламе,
то Рутюб был, остается номер один из российских сайтов, который, то есть, ну, с отрывом. Вот. С иностранными, да, он меньше, чем YouTube. Но сейчас-то YouTube не зарабатывает на российском контенте, поэтому сейчас Рутюб, видимо, номер один. Тот Рутуб, который вы представляли с командой в самом начале на старте, и тот Рутуб, который вы видите сейчас, как вы оцениваете ожидания вес реальность? Ну, это Насколько совсем, далеки друг он, от друга? к сожалению, превратился все-таки в профессиональный видеохостинг. Это большая головная боль всех онлайн-видеопроектов, потому что ты должен быть или UGC, то есть пользовательский контент, или профессиональный, потому что смешивать профессиональный и UGC его нельзя ни в коем случае, потому что YouTube, опять же. YouTube может себе позволить. Он такой большой, что он это делает, но я не считаю, что он бы... Ну, то есть я не могу со своей там, с позиции сейчас там, оценивать бизнес YouTube. Я не знаю, насколько... Ну да, он существует во всем мире. Он существует во всем мире, и, скажем так, если бы он был чисто профессиональный, возможно, он зарабатывал бы больше. Может быть. Я не знаю. Он просто не стал тем онлайн-кинотеатром, как Netflix, например. Их же можно сравнивать, в принципе. Нельзя сравнивать сливать в одно место профессиональный и пользовательский контент, потому что рекламодатели разные там ценники на рекламу и, в общем, разные бизнес-модели. И поэтому, как сейчас выкручивается Рутюб, на котором существует одновременно и пользовательский контент, и профессиональный контент, я, честно говоря, не очень понимаю, как им придется решать. Потому что то же самое ВКонтакте. Они же к тому же самому пришли, с другой стороны, они шли там от пользовательского контента полностью, как соцсеть, да? Но они сейчас претендуют на то, что там будет профессиональный контент. Они там... Но опять же, параллельно ВК ищет молодых блогеров, огромное количество конкурсов, образовательных проектов. Это профессиональный контент. Это не то, что ты на улице телефоном снял. Это все равно, если вы посмотрите вот этих вот якобы блогеров, сколько у них стоимость производства контента. Ну, да. грустная тема. Ну, не мне вам рассказывать. Честно говоря, не думала я, что мы это будем обсуждать, потому что, мне кажется, эта тема, она вот каждый месяц уже практически муссируется, но глобально ничего не происходит. И вот опять с 1 марта якобы Роскомнадзор всячески, категорически нам ограничит доступ к VPN. Но как бы, если уж по-честному разбираться в этой новости, то спасибо огромное Мизулиной, вроде бы уже так с Лигой безопасного интернета разобрались, она якобы дала такой вот сигнал, они его поймали, что, послушайте, штука достаточно вредоносная, это как там, дорога в ад или что-то такое, вот очень яркая цитата, мы ее сейчас покажем, но дело в том, что очень странная вещь. Согласно закону о связи, как бы VPN это уже ограниченная система. С другой стороны, это не совсем про только дорогу лишь в ад, потому что есть очень большое множество компаний, которые таким образом, например, в ковид прекрасно существовали, давая доступ коллегам к той же 1С. В то же время это способ шифрования той или иной связи. То есть как бы не адом едины, получается. И оказывается, что все-таки с 1 марта мы говорим про ограничение популяризации VPN. Вот вы, как эксперт, как человек, который постоянно в интернете создает проекты, как вообще на это реагируете? То есть это какой-то сигнал для рынка, и что реально здесь можно сделать? Вообще, действительно, последние несколько лет происходит ужесточение законодательства в области VPN. И это немножко напоминает историю, что когда убийство совершено молотком, закрываются все строймагазины, да? Потому что действительно вы правильно сказали, что VPN — это рабочий инструмент для очень многих компаний, и в первую очередь для иностранных компаний, и наших компаний, работающих за границей. Когда удобное рабочее место сотрудника, оно для него привычно, когда он в командировке или он в заграничном офисе работает, они все находятся в единой локальной сети. VPN для этого и создавался еще там лет 30 назад, когда он появлялся, у никого в голову не приходило, что VPN будет использоваться для обхода блокировок. Ну, то есть, грубо говоря, для тех наших зрителей, которые думают, что VPN — это просто приложение, на самом деле это система, которая тебе позволяет как бы делать вид, что ты находишься в том или ином месте заданном. Это очень удобная схема, когда, например, ты сидишь дома, тебе нужно зайти в какую-то программу, с которой ты работаешь, но к ней определенный ограниченный доступ существует, и поэтому ты входишь через этот VPN. И это никак не про приложение. Да, вообще
Вообще VPN, прежде всего, это концепция. Virtual Private Network, значит, виртуальная частная сеть. И речь идет о том, что ты находишься в любом месте мира внутри своей экосистемы рабочей. То есть это даже в первую очередь не программы, а сетевые ресурсы. То есть если у вас внутри корпорации есть сервера или какие-то облачные хранилища, в которых находятся ваши ежедневные документы, с которыми вы все вместе работаете, согласовываете, и у вас компания, предположим, разбросана по всему миру, может быть, там какая-то добывающая компания или торговая международная компания, или даже органы власти, там, условно говоря, там дипломатические какие-то представительства, консульские и так далее. И при этом они находятся в собственной инфраструктуре, она для них прозрачна. И вы можете со своего компьютера, находясь в гостинице в Нью-Йорке, заходить на сервер Маши, на компьютер Маши, которая ваша помощница, которая находится в другой точке мира. И точно так же, как будто вы с ней рядом находитесь. И это все, во-первых, для вас понятно, просто и удобно, а во-вторых, это безопасно. То есть эта инфраструктура, так как она шифруется, то она не позволяет для всего интернета, это как закрытые туннели, почему называются там туннельные протоколы всякие и так далее. Потому что это закрытая система, по которой ничего нельзя понять, что происходит, кто к какому серверу ресурсу обратился. Там все внутри летает, и это все для вас прозрачно, а для злоумышленников недоступно. Но получается, VPN много хороших и разных, и в конечном счете эта технология стала использоваться мошенниками, всяческими киберпреступниками и так далее. Но когда мы говорим о запрете VPN, то есть как это понимать? Некоторое ужесточение, устаканивание, дополнение законодательства в области, удобной для Роскомнадзора. Потому что Роскомнадзору не было прописано, каким образом он должен блокировать ресурсы, которые объясняют, как обойти блокировки. И нам нужно с вами так построить эту программу, чтобы наша программа 1 марта не превратилась в тыкву. Чтобы, не дай бог, не начали рассказывать, как это все обойти. Все, что касается VPN-ов, оно также планомерно и структурно происходит в нашем законодательном поле, как и другие ограничения распространения неправильной информации. Почему, собственно, это с таким скрипом сейчас происходит? Потому что в свое время, в 90-е и в нулевые, была полная анархия в интернете. То есть государство его не видело, законов никаких не было. Вы представьте, вот моя любимая 4-я часть Гражданского кодекса, ее положение о противодействии пиратству в интернете вступило в действие 1 января 2008 года только. Только до этого никто никак не регулировал распространение контента в интернете, вообще никак. То есть можно было любой фильм выложить, любую книгу, там, картину, все что угодно, фотографии там различные. Там даже к тому моменту в кодексе было, не знаю, как сейчас, тогда это было передача аудиовизуальных произведений в сети электросвязи, вот как это называлось. Когда появился YouTube, тогда наши люди задумались и сказали, ой, надо это как-то регулировать. То же самое сейчас происходит и с VPN-ами. Сначала сказали, что запрещаем обход блокировок. Окей. Сейчас дополнили законодательным актом, который запрещает и ограничивает и штрафует за распространение информации об обходе этих блокировок. Что важного произойдет 1 марта 2024 года, то есть этого года, это ответственность за поисковую выдачу. То есть резко будет ограничен способ доступа населения к самим VPN. Это можно сказать. То есть речь идет о том, что поисковая строка не должна выдавать какие-либо эти приложения, куда нужно перейти, по какой ссылке, чтобы себе этот VPN установить. Да, и вот здесь вот это как, условно говоря, нельзя продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года. То есть вот есть такое вот ограничение. Раньше этого не было, там в магазинах можно было покупать как угодно. Потом появилось такое ограничение. Но здесь совершенно непонятно, как они будут, это регулирующие органы, в данном случае Роскомнадзор, как они будут регулировать поисковую выдачу сторов, то есть Google Play и App Store, и другие сторы. Потому что, Google явно... Наш стор первый все удалил. Наш стор, я думаю, уже давно удалил. Да. И вообще, на самом деле, здесь с VPN-ами государство максимально аккуратно пытается действовать, потому что они, законодатели, депутаты говорят, что есть хорошие VPN, кошерные, правильные, и есть неправильные VPN. Так вот тогда и возникает вопрос, как отделить хорошего от плохого, злого, потому что фактически это все делает алгоритм, это нереальный человек сидит и выбирает, эта система работает, и, соответственно, как она отличит? Все может прийти к белому списку, когда будут действовать только разрешенные VPN. Это, кстати, как в Беларуси, в Турции, по-моему, аналогично. В разной степени жестко регулируется в Китае, в Туркмении, в Таджикистане, в Беларуси и в Ираке. Где-то просто совсем все запрещено. Дело в том, что на самом деле полностью закрыть все VPN можно,
Даже если кто-то думает, что если у него будет свой маленький свечной заводик где-нибудь там в Австрии, и он думает, что его это не коснется, нет. Дело в том, что трафик VPN, он виден в сети. То есть видно, что вот здесь вот какая-то труба идет, которая непонятно, что в ней внутри происходит. Они действуют по определенным протоколам. Поэтому, в принципе, закрыть все протоколы можно. Просто в этот момент отвалятся там внутрикорпоративные сети у «Газпрома» там, и у крупных компаний, которые работают за границей. Поэтому будут кнутом и пряником. Скажут, что VPN сложно пользоваться. Потом начнется вот белый список для хороших VPN. Потом начнется замедление работы плохих VPN. Просто понизится приоритет трафика на операторе и скажут, что вот эти вот пакеты непонятные, они будут медленно ходить. Если, предположим, вдруг, не дай бог, заблокируют YouTube, и вы захотите входить к нему через VPN, то понижение приоритета трафика VPN на YouTube, вот снижение этого, приведет к тому, что вы не сможете смотреть, потому что все будет дергаться, вот постоянные западания. Россия не первая страна, которая ограничивает работу VPN. И, фактически у нас есть опыт, на который можем опереться. И сейчас мы можем спрогнозировать, как будет, грубо говоря, только потому, что, например, в том же Китае VPN запрещен. Но при этом там же точно так же все это и в Ютубе, и на всевозможных сайтах все этим VPN пользуются. Вот тогда получается, что технически все-таки это реально невозможно перекрыть. На самом деле, YouTube в Китае не то чтобы все подряд пользуются, потому что, реально устаешь. Там включать, выключать для разных вещей. И опять же, если общество относится к этому негативно, то тебе становится просто уже стыдно говорить, что ты пользуешься VPN, предположим. Да? То есть вот у нас там, скажем, порно-сайты вынесены общественной моралью из легального поля. И, в принципе, люди не говорят, что я вот смотрю, вот ты вчера смотрел на этом порно-сайте вот это, а вот я смотрю на этом, вот на этом. И, в принципе, это когда-то в такую серую зону ушло. Но, в принципе, в некоторый момент и его тоже запретят, потому что это же все равно нарушение законодательства. У нас запрещено распространение порнографии в нашем законодательстве. Как вы думаете, по пути какой страны мы идем? В плане международного Мы учитываем опыт Китая в этом. Где VPN полностью запрещен. Во многом, да. Но тут, смотрите, я все время, когда говорят про VPN, вспоминаю стихотворение «Плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски». Потому что у нас люди пользуются VPN для того, чтобы обходить закон. И жалуются, что им не дают обходить закон. Почему запрещают у нас VPN? Потому что некоторые недобросовестные иностранные компании, пользуясь трансграничностью интернета, распространяют контент, который запрещен на территории Российской Федерации именно законодательно. И, на мой взгляд, было бы правильнее все-таки заняться регулированием законодательным распространением контента, а не техническим, не пытаться заткнуть все щели, через которые... Как вы это видите на практике? Я это вижу как... вообще здесь у меня не очень популярное мнение. Значит, я считаю интернет, как вообще интернет-деятель с большим стажем, мы это много раз на круглых столах обсуждали, я считаю, что интернет-пространство должно потихоньку приравняться к общественному пространству. То есть все то законодательство, которое действует в офлайне. Это очень жесткие ограничения. Очень жесткое, очень. Мы потеряем очень много мемов. Но вы понимаете, вы на площади можете находиться, центральной площади города, с детьми безопасно, потому что там работает закон, потому что там работают органы правопорядка, потому что приняты общие нормы, с которыми все согласны. И если эти же законы начнут действовать в интернете, то это будет более безопасное пространство. Да, у нас уже за десятилетия сложилось либертарианское, анархистское такое сообщество в интернете, которое говорит, интернет — территория свободы, там можно все что угодно. Но мне, например, как отцу 4 детей, запрещенный прием, да, я, конечно, волнуюсь за детей, которые находятся в интернете. Сейчас, слава богу, они уже подросли, но реально, когда они были в младшем школьном возрасте, а что делать? Ограничивать детям доступ в интернет, сидеть все время на маршрутизаторе, смотреть, куда они заходили? Это тоже такой сомнительный вариант, чтобы они смотрели только на условных, разрешенных новых бременских музыкантов. Ведь и наращивали страхи и фобии. Когда-нибудь так и будет. Я вам говорю, что через виртуальное пространство станет продолжением общественного пространства. Может быть, это не очень удобно, что нельзя скачать пиратский фильм. А вы представьте себе автора, который снял шедевр «Мастер и Маргарита», предположим. Он идет в кинотеатр. Параллельно кто-то его выкладывает на торренты, на пиратские сайты и говорят, смотрите, там бесплатно. И автор не получает деньги. Но проблема же уже не только в этом. Проблема в том, что, по сути, закрывается общение.
Даже неправильно говорю. У нас есть площадки, которые действительно это западные площадки, они рассматриваются сейчас как террористические, противозаконные, но тем не менее, условная Ольга Бузова, которая, в общем-то, ничего плохого не пропагандирует, но она сейчас существует активно в Инстаграме. Там большое количество ее подписчиков. И вот эти все миллионы людей, они так или иначе пользуются VPN, заходят на ее страницу. Получается ли, что она по этим новым нормам, которые с 1 марта действуют, тоже, получается, косвенно популяризирует VPN? Да. Тогда что, ее нужно наказать? То есть я к тому, что а как быть вот этому сообществу блогеров теперь? Я, откровенно говоря, не существую в Твиттере, но специально перед этим интервью туда зашла, я удивилась. Там официально присутствуют наши СМИ. Есть такое. Но смотрите, вы сейчас говорите с точки зрения пользователя, я вас отлично понимаю. Я смотрю профессионально с точки зрения сообщества. Значит, прежде всего, любая онлайн-активность блогеров и медийных компаний – это бизнес. И, соответственно, если человек хочет на своем контенте зарабатывать деньги, он хочет, чтобы это было прозрачно, законно и безопасно. Потому что, вот, предположим, у нас запрещена в онлайн-рекламе там казино или какие-нибудь там страшные порноресурсы там, и так далее. Они запрещены. Если вы работаете в России, в российских соцсетях, на российских ресурсах, то эти сайты, предположим, соблюдают законодательство и размещают вокруг вашего контента безопасную рекламу, которая зарегистрирована, имеет лицензионный номер, заплатила налоги и, значит, часто отчислила вам за контент. И вы делаете белый бизнес. И тут рядом с вами открывается какая-то шарашкиная контора, пользуясь тем, что это неконтролируемая трансграничная история, и начинает ваш же контент или чужой контент чей-то выкладывать и обкладывать его вокруг рекламы совершенно непристойной, небезопасной и так далее. И, например, тому же хорошему рекламодателю, который хочет размещать свою рекламу на популярном контенте. Вот он там зубную пасту делает, прекрасно, здоровыми людьми делает, предположим. И он говорит, я хочу размещаться в контенте Ольги Бузовой. Размещается. На следующий день ему юристы делают скриншоты его юридического отдела, этого производителя зубной пасты, делают скриншот. Вот посмотрите, вот контент Ольги Бузовой, вот здесь вот вертикальный баннер у нас наши зубные щетки прекрасные с улыбкой. Вот. А вот здесь вот справа голые женщины делают непотребные вещи. У нас совершенно небезопасное совмещение рекламных брендов. Но сейчас все равно это не так работает. Люди не заходят через браузер в Инстаграм. Я говорю, вот, допустим, вот эта вот история, где нет никакой порнографии, нет никаких там предложений купить наркотические вещества, рядом баннерков тех нет. Ну, ты заходишь, и, допустим, это может быть какой-то контент вообще совершенно добрый, известной семейной пары, которые за традиционные ценности выступают. Но они в этой запрещенной социальной сети, в которую, чтобы попасть, нужен VPN. Вот что надо сделать? Их отправить как Блиновскую? Но почему она в социальной сети это запрещена? Потому что рядом в контенте с этой благообразной парой, которую вы описали, в рекомендах будет всплывать совершенно незаконный контент. От индивидуальных поисковых запросов того или иного человека. И я, насколько понимаю, также сообщество, я сейчас не защищаю, я просто пытаюсь понять возможности этих ограничений. Например, вот там выскакивает какой-нибудь баннерок, что здесь предположительно какой-то очень-очень нехороший контент. Вы уверены, и ты нажимаешь, только тогда ты видишь, что там на самом деле находится. Хотя, откровенно говоря, тот же Инстаграм вот эти все возможные ужасы вычищает. Да, но дело в том, что законодательство в разных странах, оно к некоторым вещам относится более либерально или, скажем, по-другому, чем у нас. А представьте себе, например, там исламские страны. У них же, им вообще в эти соцсети очень страшно заходить, потому что у них законодательство очень жесткое, у нас гораздо менее жесткое. Но тоже мы к некоторым вещам, там, демонстрация сцены алкоголя и курения, да? Ну, это официально уже закон есть на эту тему. Правильно, но если вы выкладываете свой контент, и в нем вы это все вычистили, и у вас там все размыто или убрано вообще, и есть предупреждающие надписи, то рядом с вами после вашего ролика в рекоменды может попасть абсолютно вредоносный контент из той страны, где законодательство позволяет это делать. Я понимаю вашу позицию как отца, я знаю уже даже дедушек, я с чем поздравляю, но Спасибо. вот у меня такое ощущение, что человек, который запускал какие-то первые популярные форумы про Средиземье, проводил какие-то там необычные акции, флешмобы и так далее, сейчас, откровенно говоря, рассуждает как какая-то старая гвардия. Как же свобода, как же это все? Ну, то есть, что получается? Условную Ольгу Бузову, не хочу ее бить. Ну, то есть, ее что, нужно наказать за то, что она там? А у нее там вся аудитория. Почему? Она сама ничего плохого не делает. Вот какой следующий шаг, по вашему мнению?
Смотрите, я законопослушный гражданин и во многом легалист. Да, я говорю, что если мне некоторые законы не Вы же нравятся. выступали за свободный интернет. Смотрите, Вы были инициатором того, чтобы люди в графе национальности писали принадлежность средиземец, да. средиземец, Да, но это же не хулиганство какое-то. Я же не говорил, что они там какие-то наркоманы должны быть. Но это такая шутка, опять же. Законодательство с тех пор очень сильно менялось. Я считаю, что все должны играть по правилам. Если правила есть, они должны исполняться. Те, кто играют не по правилам и плюют на законы, некоторые из которых мне не нравятся, значит, они получают неконкурентное преимущество. Вот у нас кто-то в России создает, предположим, создает какую-нибудь социальную сеть, не будем показывать пальцем, да? Вот, и он хочет сделать все по правилам. Он говорит, какие у вас законы? Вот такие, хорошо, ходим, строим, здесь налево, здесь направо, здесь нельзя, здесь подчеркнули, здесь оформили, все. И играть по правилам. И тут же рядом огромная иностранная соцсеть, которая говорит, мне ваши законы, на них плевать, я могу их не исполнять, потому что я вон где я в домике. Все. И как нашему проекту такому развиваться, если он должен играть по закону, а рядом с ним пираты? Тогда самое логичное, мне кажется, это полностью ограничить тех, кто не соблюдает наши правила, и вот развиваться внутри рынка, его и развивать. И, в принципе, к этому-то дело все и идет. YouTube, мне кажется, рано или поздно заблокируют, вы как считаете? Смотрите, я с этим вопросом осторожен, потому что я вот 31 декабря проиграл спор, который мы в начале 2023 года. Я говорил, что его заблокируют до конца 2023 года. Я бутылку хорошего напитка проспорил. Я считаю, что так или иначе они придут к какому-то консенсусу. И на самом деле Google, он немножко иногда прислушивается. Некоторые приложения из сторов пропадают. Некоторые говорят, что в вашей стране это приложение недоступно. Вот. И это Google идет навстречу и частично исполняет законодательство. Поэтому ему придется так или иначе исполнять это. Я так, честно говоря, и не поняла. Вы за то выступаете, чтобы наказывать блогеров, которые публикуют свой контент в запрещенных соцсетях? Не, я не настолько людоед, и на самом деле законодательство сейчас не ограничивает блогеров в размещении информации. Даже, между прочим, у Дмитрия Пескова есть VPN, я напоминаю. Ну, ему по работе положено. У него, наверное, кошерный, правильный VPN, я не знаю. Но, конечно, наше законодательство, оно еще щадяще относится к пользователям, потому что, например, в той же Германии ответственность за скачку противозаконного пиратского контента, контрафактного, она лежит на пользователях. И любой пользователь дома, если он скачивает фильм, он тут же может получить штраф там 200, там 1000, 1300 евро. Там, первичное, потом вторичное, и потом его просто отключают от интернета, и он уже больше никуда не сможет выйти. Поэтому у нас-то этого нет. Мы аккуратно близимся, но я думаю, что всем странам в итоге придется как-то договариваться про трансграничность интернета. Потому что если ты работаешь на чужом рынке, и там получаешь деньги, и работаешь на этих пользователей, то ты должен учитывать местные реалии. Это будет честно. Вся эта международная турбулентность, назовем это так аккуратно, которая сейчас происходит, все санкции, они в конечном счете, я это вижу, приводят к тому, что в том числе наш медиарынок начинает работать лучше. Мы же с чего начинали этот разговор? Что все равно нам придется сделать свой русский YouTube. И по сути я вижу, что вот ВК до этого не до конца дотягивает, потому что, как это мне кажется, тоже так человек медийному, потому что там слишком очень много всего. Там и общение, вот Паша не вернул нам стену, но тем не менее там все равно есть чем заняться. И поэтому плюс еще у нас есть ВК-видео, а у нас еще ВК-музыка. Это все чудесно, и это видео я тоже выложу в ВК. Но все-таки он не про это. А когда ты ищешь какой-то хостинг, где тебе просто будет вот какая-то у тебя будет своя универсальная лента в идеале, которая будет чувствовать, что ты хочешь в этот момент, какое у тебя настроение, то все-таки ближе Рутуб. Пока. Но и он не дотягивает. Вот как сказать, как нам победить в этой медиа-войне? Дело в том, что значимость доменных имен, она уходит. То есть какой-то, какой конкретно, опять же, как название телеканала. В принципе, не важно, как он называется, а важно, какой кнопки он в телевизоре приделан, там, 1, 2, 3, 4, 5. И ты втыкаешь на эту кнопку, и там льется тот контент, который тебе в эту трубу запихали. Точно так же выбор видеоконтента начинает диктовать техническая платформа. У нас все больше просмотров на смарт-ТВ, на телефонах, на планшетах. Оно уже больше, чем вебовское. Поэтому, если вы включаете свой новый свежекупленный телевизор с огромной диагональю, вы можете даже не знать, с какого ресурса вы смотрите контент. Если там будет какой-нибудь там условный там производитель vendor.tv,
то он может подтаскивать контент для вас, персонифицируя с разных ресурсов. Поэтому как раз идея Рутюба как платформы по доставке на в разные среды, она вот самая здравая. В некоторый момент просто вы не будете знать, что это Рутюб. Но вы пользуетесь водопроводом дома, там у вас есть система канализации. Вы не знаете, какой вам конкретный ЖЭК ее обслуживает, какая там управляющая компания, что это там ТЭЦ-10, ТЭК-1 там, и так далее. Вы не знаете. Вы открыли кран, у вас течет вода. Также и здесь вы будете включать устройство, и там будет контент для вас. Там виртуальная реальность, еще какая-то там дополненная реальность. Вы не будете знать, кто произвел эти вот гвозди, шурупы, чтобы вы могли смотреть контент. Вы просто не будете знать, что это Рутюб. Просто здесь как раз преимущество Рутюба в том, что он изначально играет по правилам. Но из-за этих правил, опять же, сложно туда попасть, и мне кажется, есть некие двойные стандарты, потому что, условно, я как блогер, у меня неоднократно был опыт, я пыталась загрузить туда всякие документальные фильмы, и модерация длилась по дням, даже не по часам. Вот реально я когда-то ждала сутки. У меня такое впечатление было, что модерация проходит в каком-то ручном режиме, когда приходит человек, берет так, ну что у нас, новый день, берет чаечек там, ой, сейчас, в холодильник отошел, взял, ну давай, Лерка, фильм. О, какая тягомотина, отложим. И вот поэтому я все ждала. При этом там существуют каналы, и мне это сейчас понятно, как отличная альтернативная площадка, где они все вместе. Но они-то моментально просто в лед идут. Как это объяснить? Не, но если они уже проверенные и доверенные, если у них есть, предположим, юридический договор, да, вот какое-то юрлицо заключил договор. То есть вы думаете, что это на рекламных условиях? Нет, это значит, что ответственность на тем, кто выкладывает. И первые ролики, когда он выкладывал, они, может быть, и тоже все вручную модерировались. Опять же, у Рутюба очень много разных периодов истории. Ну, то есть ручная модерация — это реальность? Действительно? Это как раз проблема профессионального видеохостинга, потому что там профессиональный контент и любительский. Значит, если вы выкладываете ролик как пользователь обычный, то он может там мгновенно появляться. Я сейчас просто давно не выкладывал, но я когда выкладывал, они появлялись мгновенно. Но просто... Мне кажется, они видят фамилию Туганбаев, сразу уже свой. Нет, ну просто эти пользовательские ролики, они не попадают в поисковую выдачу. То есть вы, если в поисковую выдачу введете там... То есть если я назову сейчас свой ролик «Титаник», он не выдастся по поиску в «Титаник». То есть он там останется в пользовательской зоне. А чем, кстати, еще отличаются алгоритмы Рутуба от Ютуба, вот, на ваш взгляд? Ну, мне у Ютуба больше нравится интерфейс и рекомендательная система. У Ютуба очень хорошая рекомендательная система. Вот сейчас у нас много, там, скажем, про нейросети говорят, и про рекламу нейросети, которые предсказывают потребности. И вот пару лет назад был хороший кейс, когда рекламная сеть предсказала у девушки беременность, хотя она сама об этом не знала. То есть она по поведению в сети ее вычислила, начала ей там все эти натальные принадлежности там, для новорожденных и так далее. Девушка очень удивилась, а потом выяснилось, что она действительно беременна. А система это уже поняла. Но меня вот чисто как пользователя, я думаю, многие согласны, напрягает, чтобы посмотреть на Рутубе видео, нужно прям запастись терпением. Потому что, ладно, фиг с ним, кто-то его загрузил, это видео, у него свой круг ада. А ты, чтобы посмотреть одну рекламу, вторую, третью, эти рекламы как-то там сразу не выключаются. Но и ладно бы просто эти рекламы появлялись, это можно понять. Мы, мне кажется, как-то к этому уже привыкли. Раньше очень нехорошо относились, сейчас такая действительность. Но плеер еще подгружает какое-то время. Вот я вот этого понять не могу. В чем проблема? Ну, я думаю, что это некоторые проблемы роста. Дело в том, что Рутюб очень внезапно начал расти. И вот меня некоторое время забросили в пустой ящик, пыльный куда-то. А потом внезапно, значит, наше государство обратило внимание и сказало: так, быстро строим русский YouTube вместо этого YouTube. У YouTube, его высокая производительность, она обеспечена тем, что есть гугловские кэширующие сервера промежуточные, которые разбросаны по всем провайдерам связи. То есть у него есть хороший свой CDN, Content Delivery Network, это опорная сеть, которая кэширует популярные ролики, там заранее предусматривая интерес, контент подгружает на все локальные сервера, а страна-то у нас огромная. Вот. А может быть, Рутюбу пока этого не хватает. Мы в свое время тогда, в нулевых годах, тоже ходили по операторам связи и говорили: ребята, поставьте нашу стоечку, вот, кэширующую, там мы вам заплатим, она будет там стоять, будет нас кэшировать, и нас будет легче смотреть там. Ну, это технические вещи, которые можно как-то обосновать. Да, это проблема большого растущего проекта, но неудобный интерфейс. Вот элементарно. То есть
та подборка, которая тебе предложена, она, ну, не совсем-то индивидуальная получается. Сколько бы я лично, ну, не люблю я, например, там, юмористические ТНТ-проекты, это не значит, что они плохие, ну, просто вот мне не идет. Но что-то мне там никто про космос не предлагает, мне упорно вот это вот предлагают посмотреть, то их сериал, то еще что-то. То есть ощущение, что какой-то контент, притом телевизионный, он тебе заранее продавливается, хочешь того или нет. И надо очень сильно отматывать, непонятно, влево, вправо, вверх, вниз. Вот, это же проблема уже получается Нет, смотрите, техническая. это не техническая проблема, это проблема опять бизнесовая. Потому что, учитывая, что «Газпром Медиа» практически ему навязали Рутюб, то есть он не то, что был всегда фанатом, может быть, сейчас он немножко больше полюбил, но это был такой как бы не очень желанный их ребенок. Я предположу так, я правда не знаю. Ну, со стороны тоже так кажется. Да, и при этом руководство «Газпром Медиа» — это все-таки старая телевизионная гвардия. У них есть хорошие, успешные телеканалы, продакшены, которые делают контент. Им говорят: ребята, возьмите вот сиротинушку, вам надо его кормить, поить, одевать, обувать. Те говорят: а что мы с этого иметь будем? Ну, ребят, у вас на первых позициях будут все ваши телевизионные эти самые продукты. Говорят: а как же так, а их же тогда никто в эфире не будет смотреть. Он говорит: ну вы выкладываете кусочки, там у некоторых сериалов там только первая серия, у некоторых телешоу только половина программы выкладывается. Некоторые, правда, целиком. Вот. Но, например, Comedy Club на Рутюбе нету. Они не смогли с Comedy Club Production, видимо, договориться. Значит, по каким-то условиям его там целиком нету. Кусочки. «Однажды в России» тоже кусочки отдельно. Целиком выпусков нету. Вот. Хотя вот «Лига городов» целиком лежит. Ну, так вот, видимо, разные условия. Но фактически, да, это старая телевизионная модель продавливания контентом. У вас же тоже, вы когда телевизор смотрите, первый канал, второй, вот приходите после работы вечером, и в прайм-тайм вы что смотрите? То, что вы хотели бы... Телевизор. Так, Спрос другой. это наследие телевизионного мышления. И, опять же, они к этому, видимо, относятся не как к бизнесу. YouTube — это в чистой воде бизнес. Опять же, про дизайн. У нас вообще в России с дизайном сайтов довольно тяжело. Да. Потому что, вот, например, с Рутюбом, когда мы делали дизайн сами, наши орловские команды, значит, дизайнеры делали, я говорю: ребят, это не очень современно, извините, пожалуйста, давайте я попрошу, значит, Артемия Лебедева, он нам сделает классный лебедевский дизайн такой забойный. Ну, я прихожу туда, встречаюсь в студии с директором там, исполнительной студии. Он говорит: без проблем, 70 тысяч евро. И это там, не знаю, уже порядок, там, не знаю, бюджетов за какой-то большой период работы сайта. Вот. Ну и он остался тем, какой был. Ну, вы сейчас рассказываете об этом проекте все равно с любовью. И вот если говорить о том, что сейчас, мне кажется, там, уважаемые люди, но по сути это такие вот идеологи немного другой закалки, немного других взглядов, скажем так, вот белые воротнички особого привилегированного уровня. Но это не значит, что они там какие-то плохие и еще что-то. Но вот нет у них отношения к этому как к ребенку. Вы называете проект ребенком, нет? Да. Вот есть ли такое, что вы сейчас смотрите на него, заходите и вы думаете: вот я бы вот это изменил, я бы вот тут вот так нужно. Вот есть какие-то такие моменты, которые вы считаете помогут платформе? Ну, конечно, там надо все-таки сегрегировать контент, то есть разделить какую-то телевизионную часть, условно говоря, сделать ТВ, Рутюб.ру, и там все телевизионную часть, потому что это все-таки определенный набор людей. Детскую часть, безусловно, я не знаю, сейчас она есть или нет, но вот то, что делал YouTube Kids, это... По-моему, все вместе там пока. Очень правильно. Надо разделить, потому что детская аудитория, она очень хрупкая. Родители волнуются, потому что он там увидит там рядом с ним что-то другое. Там надо четко выделить это в отдельные кусочки, чтобы там либо не было рекламы, когда у нас там реклама на детей отдельно регулируется, значит, и чтобы там был безопасный контент, чтобы ребенка можно было безопасно там оставить, чтобы он точно никуда не делся. И это специальное приложение на iPad, если у нас вот мама уходит на маникюр, да, она уходит, ребенка оставляется с планшетом, и, значит, чтобы он никуда не вывалился. Вот. А насчет рекламы и рекламных роликов перед показом на Рутюбе, я помню, что, конечно, вот в нулевые годы, когда только появились прероллы, вот эти рекламные ролики перед просмотром, это, конечно, бесило людей адски. И они говорили: вы что, сволочи, там делаете? Ну, это был нонсенс абсолютно. Человек пришел посмотреть, и они ругались. Никто не знал, что вот будет как сейчас. Да? А в самые худшие годы у Рутюба, вот мало кто помнит, но когда один из владельцев в очередной раз поменялся, это был тогда уже не «Газпром Медиа», а завод каких-то бетонных конструкций, вот, значит, они ввели вообще адское, то есть практически убили Рутюб, потому что они сделали показ прероллов рекламных,
а потом опросник по контенту в этом рекламном прероле. То есть ты должен был посмотреть рекламу автомобиля, а потом ответить на вопрос, какой автомобиль рекламировал. Иначе ты не пройдешь дальше. Дальше ты не смотришь контент. Это было днище полное. То есть, конечно, Это они... примерно как наказание из серии «Капля воды тебе на темечко», да? Да, но мы же плакали, кололись, продолжали есть кактус. Конечно, эффективность монетизации они увеличили, потому что коннект с бренда получался более четким, и такой контакт можно было продавать дороже. Но аудиторию при этом они теряли. А нет какого-то сожаления на тему того, что вы Рутуб покинули? Была ли возможность остаться? То есть вот, ну как сказать, я понимаю прекрасно, что такое делать свой проект. Потом им занимаются другие люди. Тебе кажется, что вот они не так вовлечены. Вот хочется прийти и просто, чтобы этот проект реально жил и работал так, как ты его представлял, особенно когда не было еще ничего. Да, я хотел бы, конечно, остаться, мне хотелось бы продолжить работу над проектом, но время показало, что тогда наступила новая фаза развития Нет Рутюба. ощущения, вы чувствуете себя, может быть, такое не совсем правильное сравнение, как вот Стив Джобс, который не в Apple. Ну да, наверное, так. Наверное, так и есть, с одной стороны. С другой стороны, опять же, я трезво понимал, что вот на том этапе следующем развития, когда он становится частью огромной корпоративной машины, Она неконтролируемая. если до этого ты старался как можно больше пользовательских роликов смешных, оригинальных, авторских туда засунуть, а приходит большая корпорация, у которой совершенно другие интересы, ну, наверное, мы вовремя хорошо расстались. Появилось ли сейчас понимание, какой контент, когда его стало очень много, какой контент реально заходит? И какой контент условно помог бы российской площадке стать популярнее зарубежных аналогов? Это просто очень разные рынки. У нас настолько вырос рынок интернет и онлайн-видеопросмотров, что у нас для каждого есть теперь ниша. Оскар, ну я, конечно, понимаю, что ваши консультации стоят дорого, поэтому все секреты уж ладно, там не надо, вне кадра вы мне расскажете, а то у меня все-таки первый ролик, я очень нуждаюсь. Но глобально, какие вы видите тенденции к просмотру? Ну, есть вечные темы, которые можно под разным соусом в разных форматах всегда пропихивать. Там это секс и страх. То есть это то, что можно было продавать. Секс в широком Привет, понимании. РКН. Нет, секс в широком смысле. Это про молодых красивых девушек, молодых парней, про какой-то там лайфстайл, условно говоря, как фильм «Барби», хотя он не совсем про это. Но Ну, вообще не про это. не про это, да. Но вот эта красивая целлулоидная жизнь, она, в принципе, продается хорошо. Если вы посмотрите на наших многих блогеров, они же там показывают, как они там в Дубае, как они там на каких-то выставках. Но здесь вот я не соглашусь, было интересное исследование, кстати говоря, ВК, мне удалось его посмотреть, что смотрит сейчас молодая аудитория, чем она интересуется. Конечно же, там дорамы на первом месте, сериалы, но также существует тренд на, я не могу говорить новую искренность, потому что это несколько не то. Это скорее про то, что ты уже не боишься себя показывать, вот, что, вы знаете, я не всегда там с хорошей прической, классным макияжем, а вот сегодня у меня был плохой день. А вот популярны становятся такие блогеры, которые рассказывают, что типа, а вот я просто плохой блогер, у меня депрессия, и я на самом деле на грани того, чтобы там, не дай бог, чего нет. И вот мой канал про то, что не всегда успешный успех существует. То есть вот, ну, это то, что молодежь интересует. Мы говорим до 35. Да, и в этом как раз есть столкновение, вот вечная тема отцов и детей. Потому что мы, советское поколение, вот я, значит, мы привыкли к некоторой общинности и общественному одобрению. То есть поведение должно быть общественно одобрено. Не высовываться, быть как все, ходить там строем в галстуке красном там и так далее. А молодежь, она уже выросла в более либеральные времена, там 90-е, нулевые, когда мы во многом стали принимать западную культуру, культуру индивидуальности, культуру индивидуальной особенности. И здесь есть некоторые противоречия интересов. Поэтому, скажем, старшее поколение, оно хочет посмотреть, что у них, у него, у этого поколения, у этих зрителей все так же, как у всех. Что мы живем не богато, не жирно, но у всех так. И у всех одинаково хорошо. Вот этот уровень, и они хотят подтверждения эту. А иногда даже утвердиться за счет того, что вот еще у людей еще хуже бывает, какой-то кошмар там творится. Ну, на этом построены все федеральные каналы, да. Шоу в прайм-тайм. И новостные выпуски все там показывают, а у них самолет упал, а у них там негров линчуют и так далее. Чего только стоит Прохор Шаляпин, не давшийся личной жизни. Ну вот, и они хотят подтверждения. А молодежь, она хочет именно посмотреть, что индивидуальность – это нормально, что особенность какая-то личная – это вот тоже хорошо. И, наверное, за этим будущее.
Но пока что общество у нас немножко такое консервативное. И это прежде всего касается руководства, производящих контент, и рекламодателей, продавцов всех товаров и так далее. Потому что даже если вы посмотрите на современные онлайн-видеокинотеатры российские, то они очень сильно советскую тематику эксплуатируют. То есть показывается там, что как хорошо жилось в СССР, или как там нехорошо, но как-то жилось в СССР, и они напоминают про то, что раньше было вот так вот. И эта тема эксплуатируется и использует ностальгию зрителей. Но меня все равно больше всегда интересовали технические возможности, вот развитие технологий. Вот сейчас вот все ждут, когда вот появится этот прекрасный Apple-ский шлем виртуальной реальности, и какова будет там модель просмотра. Потому что это очень специфическое устройство, мы сейчас сильно углубляться не будем, но на нем просмотр в этом шлеме будет совсем другой, чем на большом экране, на телефоне и так далее. Но вот, например, на Западе, причем нашей компании, я вот просто консультировал одну нашу компанию, которая в Лондоне запустила стартап по распознанию эмоций при просмотре видео. То есть вы на телефоне или на смарт-ТВ смотрите контент, и в этот момент, значит, устройство смотрит на вас, слушает ваш голос, ваши реплики, интонации, ваш фокус внимания на контенте или не на контенте, ушли вы на кухню за пирогами, там еще что-то. И также распознает ваши эмоции на лице. То вы смеетесь, то вы там негодуете, то вы там засыпаете. Вот. И на самом деле это очень интересная и важная история. Вот. А на российском рынке какие-то такие технологии зарождаются? Мы Да, чувствуем? Есть и российский такой же прототип. Но у нас, понимаете, у нас как не собирать, все автомат Калашникова будет. Но у меня друг написал такую же систему распознания лиц лучше, чем американская, вот эта английская, значит, здесь, в Москве. Он ее сделал. Он пошел к инвесторам и говорит: вот, смотрите, система определяет, что человек смотрит, что ему нравится больше этого, там, скажем, и можно ему рекламу подавать хорошую. Если он все время возбуждается, глядя на большие красные автомобили, ему можно эти красные автомобили все время в рекламу запихивать. Или он там больше любит море, значит, мы будем морской контент и там морской путешествие. Да, вот прямо понимаем, что интересно, потому что это настоящая биометрия в рекомендации. Это не то, что вы там в поиск написали, что я хочу посмотреть на красивую девушку. Какая там красивая девушка? А вот он начал залипать на Джулию Робертс, и система поняла, что... Система в курсе, грудь или... Да, ну так вот, значит, да. Значит, такой мой товарищ пришел с этой системой к инвесторам, а ему инвестор говорит: слушай, а можно это все приделать к камерам наружного наблюдения, которые стоят в метро и в городе, так, чтобы распознавать эмоции будущего террориста? Говорит: понятно, строим очередной танк. Ну и вот под это они готовы давать деньги, потому что это скорее будет востребовано, чем рекомендация поинтереснее контента. Профессионалы онлайн-видеорынка, они говорят, что идеальный видеосайт состоит из одной кнопки play. Все, ты заходишь, у тебя одна кнопка play, ты на нее нажал, и на тебя льется непрерывно на тебя идеально подходящий контент. Специально для тебя, в твоем формате, в том объеме, в котором нужно, такие единицы контента. Если у тебя совсем клиповое мышление, ты только по одной минуте умеешь ролики смотреть, то так. А если ты там можешь по 1,5 часа интервью слушать, то будут у тебя и 1,5-часовые вот такие вот куски специально для тебя сделаны. Русский интернет для вас какой он? Чем он отличается от всех остальных? Но он, с одной стороны, он очень живой, очень разнообразный. И мне нравится то, что там во многих местах нет авторитетов. То есть наши люди, составляющие сайты, им иногда, вот я там консультировал много стартапов, они приходят, им говорят, что это уже сделано здесь 100 раз сделано. Я говорю: ничего, я сделаю лучше. Это вот как с Рутюбом тоже. Ты им говоришь, что, ребят, вы не можете выстрелить. Да, мы сделаем. И делают. Не боятся и делают. Поэтому раньше, скажем, где-то в нулевых, там, в начале десятых, некоторые люди, с которыми я не всегда согласен, говорили, что Рунет лучше интернета, потому что он позже начал развиваться, поэтому не повторяет некоторых ошибок. Ну, не сильно он позже начал развиваться, потому что LiveJournal, Аська, там эти все сервисы к нам приходили практически одновременно с ними, и Рутюб тоже одновременно. Вот. Но весь интернет и Рунет тоже, он развивается динамично и труднопредсказуемо. Но все равно я считаю, что некоторые офлайн-законы общества и законы государства, они будут очень сильно еще трансформировать интернет.
И вот та анархия, свобода полная, это вот как, не знаю, условно, движение хиппи, которое было такой же хиппи-интернет в 90-е нулевые, оно, конечно, будет задвинуто. И когда эта вся история станет массовой, когда 100% населения попадут в интернет, сейчас уже очень много, ну, больше 100 миллионов пользователей интернет, и десятки миллионов смотрят онлайн-видео, когда это станет общепринятым, не просто массовым, а когда это станет, условно говоря, местом общего пользования, ну, вот в хорошем смысле, общественным пространством и так далее, то тогда оно очень сильно приблизится к нашей повседневной офлайн-жизни.